Возможно, вы даже не представляете, насколько могущественными вы являетесь на самом деле. Ваши мысли, чувства, энергия и сознание постоянно формируют и преобразуют вашу реальность в каждый проходящий момент. Для тех, кто духовно пробужден, это кажется очевидным. Но для большинства людей эти концепции являются радикальными и трудными для понимания. Именно поэтому духовный путь наделяет силой и меняет жизнь. Он пробуждает нас к осознанию нашей истинной мощи как бесконечной души, пребывающей в человеческой форме. Давайте рассмотрим 6 глубоких истин, которые понимают только пробужденные. Первое. Вы – творец вашего сна. Представьте себе, что вы – сновидец, создающий целую вселенную внутри своего сновидения. Персонажи, сюжетные линии, эмоциональные переживания – все это исходит из вашего сознания. На самом деле вы являетесь этим космическим сновидцем, постоянно проецирующим свои мысли и энергию в живую голограмму, которую мы называем Вселенной. Как только вы формируете мысль и придаете ей значение, вы вдыхаете в это понятие «жизнь», позволяя ему материализоваться как часть вашей реальности. Все, что вы воспринимаете во внешнем мире, имеет свое начало как внутренняя проекция вашего сознания. Окружающий вас мир буквально соответствует тому, что происходит внутри вас. Ваши страхи, сомнения, убеждения, эмоциональные паттерны и внутренние установки – все это влияет на вашу реальность. Осознав это, вы понимаете, что имеете силу трансформировать любой аспект вашей реальности, который не согласуется с вашим высшим потенциалом или обесценивает вас. Для этого нужно сначала осознать и изменить внутренние установки, которые к этому привели. Поначалу в это может быть трудно поверить, но по мере духовного пробуждения вы начнете наблюдать, насколько тесно и мгновенно ваше сознание формирует вашу реальность. Измените свое мышление, особенно базовые эмоциональные состояния, и вы будете поражены синхронностью и трансформацией, которые начнут происходить в вашей жизни в очень короткие сроки. Истина номер 2. Ваше жизненное предназначение – это радость. Одна из главных ловушек, которая держит людей в страданиях и ограничениях, это убеждение, что жизнь должна быть тяжелой борьбой, полной жертв, усердной работы и откладывания удовлетворения до какого-то будущего момента успеха или исполнения. Люди, духовно пробужденные, понимают, что величайшая работа – жить в радости и гармонии со своей высшей природой в этот самый момент. Истинная сущность вашей души – это безграничный мир, любовь, изобилие и свобода. Все, что отличается от этого, просто иллюзия. Это просто программа, созданная страхом и ограничивающими убеждениями. И в такие моменты нам просто нужно увидеть их. Вы говорите себе, что это программа, и тогда она уже теряет свою силу над вами, что дает вам возможность выйти от этой точки в новую позитивную для вас реальность, принимая решения, отличные от тех, что вы привыкли делать. Ваша цель в этом человеческом опыте – вернуть себе изначальную божественность и независимость, стать неукрощенным, вечным маяком света и возможностей. Жить, исходя из этого места тотальной свободы, время от времени может быть трудным. Обусловленность, эгоистические установки,
паттерны поведения и внешние обстоятельства могут временно притупить ваше сияние. Но глубоко в душе вы знаете истину. Ваше высшее предназначение – стать непреодолимой силой творческой энергии, красоты, роста и вдохновения. Ваша жизнь не репетиция, а главное представление. Время играть смелее любого страха, сомнений и ограничений прямо сейчас. Когда вы начинаете уважать и выражать свою истинную сущность без оправданий, излучая радость и величие, то куда бы вы ни пошли, вы становитесь живой трансляцией духовного пробуждения. Вы начинаете пробуждать в других воспоминания и возвращение этой же искры внутри себя. Ваше жизнерадостное существование само по себе становится величайшим даром для Вселенной. Истина номер 3. Все происходит ради вашего роста. С ограниченной, основанной на страхе точки зрения, жизненные вызовы могут казаться ужасно жестокими, несправедливыми или даже карающими. Почему хорошие люди страдают? Почему мы переживаем потери, разбитые сердца, неудачи и невзгоды? Но духовная истина в том, что каждый опыт происходит не с вами, а для вас. Вы – вечная душа. Вы – истинная сущность, временно испытывающая человеческое существование, чтобы эволюционировать. Подобно хорошей игровой консоли или увлекательному аттракциону, препятствия, невзгоды и конфликты, с которыми вы сталкиваетесь, специально запрограммированы, чтобы помочь вам перейти на следующий уровень. Вместо того, чтобы сопротивляться или проклинать эти препятствия, духовно пробужденные люди понимают, что эти переживания были специально запрошены вами на уровне души, чтобы помочь избавиться от старых застойных моделей, ограничивающих убеждений, страхов и ложных представлений. Они продвигают границы вашего сознания к более расширенной, смелой и яркой версии себя. Когда возникают трудности, духовно осознанные люди относятся к ним с любопытной открытостью, понимая, что эти ситуации могут быть специально спроектированы, чтобы помочь им расти, возвышаться и трансформироваться разнообразными способами. С этой духовной перспективы жизненные препятствия перестают восприниматься как несправедливости и начинают восприниматься скорее как благоприятные возможности для роста. Истина номер 4. Любовь – единственная истина. Это великая истина, которую чувствуют все пробужденные души, пронизывающая каждую клетку их существа. Несмотря на любые иллюзии разделения, двойственности или разногласия, которые могут временно проявляться, Вселенная и все существа неразрывно связаны этой любовью. Каждая душа – это уникальная концентрация этой энергии любви, временно путешествующая, прежде чем вернуться к своему источнику, подобно каплям дождя, возникающим из бесконечного океана и сливающимся с ним вновь. Вся боль, конфликты, обиды и борьба, которые испытывают люди, возникают из обусловленных иллюзий, заставляющих их чувствовать себя отделенными от этой любви. Но, находясь в гармонии с высшим сознанием, вы можете получить доступ к тому, что переживали мистики и святые на протяжении веков, абсолютную непоколебимую осознанность того, что вы глубоко взаимосвязаны и любимы всей Вселенной. Вы – Вселенная, сознающая себя и принимающая форму, чтобы полнее пережить себя. Духовно пробужденные служители – это те, кто освободился от пугающих иллюзий разобщенности и эгоизма
и вернул себе неотъемлемое право быть чистым выражением любви, воплощенной в физическом теле. Из этого пространства безусловной связи, сострадания, эмпатии, радости и благоговения перед чудом бытия эти энергии естественным образом изливаются через них. Одно лишь их присутствие транслирует эти трансформирующие вибрации. Истина номер 5. Нечего достигать, вы уже являетесь этим. Годы духовных поисков, программ самосовершенствования, курсов личностного развития – все они основаны на убеждении, что где-то в будущем вас ждет просветленное состояние, если только вы сможете все сделать правильно, очистить свои блоки, преодолеть свои тени, следовать идеальным инструкциям. Но истина, которую постигают духовно пробужденные, заключается в том, что вы уже являетесь реализованным семенем Божественного, проявленным в этот самый момент. Вполне вероятно, что вам еще предстоит работа над избавлением от многих слоев условности и старых шаблонов. Ваше сознание может продолжать расширяться, выходя на более тонкие уровни частот. Ваше сознание может продолжать расширяться и достигать более тонких частот восприятия, но абсолютно ничего не нужно достигать или заслуживать, ваша вечная природа уже является целостной. Духовный путь — это просто постепенное снятие шор, чтобы вы могли воспринимать славу и совершенство, изначально воплощенные в вас. Просветленные не являются превосходными созданиями, они просто вспомнили космическую истину о том, что вы в этот момент — полное откровение жизни, познающей себя в чудесной форме. Нет никакого контрольного списка, который нужно завершить, никаких экспертов, чье одобрение нужно получить, или финального экзамена, который нужно сдать, прежде чем вас допустят к святилищу. Вы и есть то, что вы искали. Посмотрите честно в зеркало, там лик Божественного, ожидающий, чтобы его увидели. Когда вы сможете полностью погрузиться в осознание, что вы уже являетесь голографическим погружением энергии источника, все меняется. Бремя поиска и ориентации растворяется в свободе просто позволения вашему естественному великолепию быть. В этом освобожденном состоянии Вселенная открывается как живая сфера творчества для исследования, игры и бесконечного совершенствования вашего творческого выражения, не ограниченного никакими рамками. Осознание, что вы уже находитесь в этом состоянии, становится поворотным моментом, величайшим из всех, что вы когда-либо совершали. Истина номер 6. В конечном итоге все хорошо. Самое глубокое понимание ждет тех, кто полностью шагнул в свет духовного пробуждения, осознания, что вся эта Вселенная, весь человеческий опыт, каждый взлет и падение, происходившие на протяжении всего пространства-времени, являются абсолютно совершенными, благими и неизреченным чудом. С этой высшей точки зрения любая видимость двойственности, суждения, боли или страдания растворяются в благоговейном свидетельствовании возвышенной игры каждого атома и каждого опыта для духовно пробужденных. Здесь нет места для суждения или сопротивления, потому что они видят тонкое совершенство и божественный порядок во всем. С этой точки зрения абсолютно все разворачивается в ваших наивысших интересах, несмотря на временные облака, которые могут скрывать эту истину. Доверие к этой предельной благостности становится незыблемым фундаментом, который обеспечивает неиссякаемый покой на фоне любых обстоятельств. Укореняется интуитивное знание,
что вы вечно ведомы совершенной мудростью и любовью, даже когда конкретные аспекты не имеют очевидного смысла для вашего человеческого ума. Это глубокое облегчение от понимания, что вам не нужно постигать все. Можно просто довериться и позволить благости раскрыться в свое время.